«Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе человек большой такой профессии, значимый. И несмотря на то, что, казалось бы, люди его по профессии не всегда бывают известны, но известность этого человека все равно настигла. Хотел бы он того или нет, его знают и за границей, и в России. И этот человек очень много сделал в шоу-бизнесе. Это Владимир Ферапонтов, продюсер. Встречаем. Добрый день, Владимир. Приветствую. Владимир, вот я, честно говоря, естественно, мы с тобой друзья, я следил за некоторыми событиями, которые происходили вокруг твоей личности, да. Всем, конечно, мил не будешь, не $100 мы, чтобы нравиться всем. Не пряник. Да. Вот как удалось, вот ты по образованию геолог. Как получилось, что тебя потянуло в шоу-бизнес? Слушай, на самом деле я взрослый мальчик, и я же давно в этом уже как бы... давно, да. Как получилось? Вот идея возникла, я имею в виду. Еще когда ты на заре, еще когда, наверное, тебя еще не было, наверное. Это году, наверное, в 82-м, 83-м. Было что-то? Да? Ты мне льстишь, я был уже в СССР. Ага, да. 82-83 это СССР. Да. Вот. Я вел дискотеки. Угу. Это было давно. Тогда вел дискотеки Володя Пресняков, Володя Маркин. Были дискотеки Лисовского, Сергея Лисовского. Я не был на таком уровне, таком, как они, может быть, но хотя было все круто. Я был высокий, красивый, у меня были длинные волосы, я хорошо плясал, очень скакал, прыгал. Тогда тот, кто вел дискотеки, это вообще да, был такой да. урбаха Я парень. прямо разбирался в музыке, все, я прямо зажигал. Это называлось диск-жокей. Да. Назывался вот так вот. Да. И моя бывшая жена как-то спросила меня, кем я хочу быть. Хотя я уже в этот момент учился в институте на геолога. И я говорю, диск-жокеем хотел быть. Потом жизнь перевернулась. И спустя много лет я вернулся в профессию. Вот первые шаги ты сделал как? Вот ты решил что-то сделать, сотворить. Вот, допустим, я решил стать шоу-бизнесом, заниматься. Что ты начал делать? Просто интересно. Ты имеешь в виду после возвращения? Да. Была такая бельгийская компания Paul AM Records. Бельгийцы. Угу. И они приехали в Москву зачем-то. Они, наверное, купили «Глобус». Угу. Увидели, что СССР, в смысле Россия, большая такая страна. И решили, что если у нас большая страна, значит, у нас большой шоу-бизнес. Угу. И они приехали сюда зачем-то. Вот. И через друзей, знакомых, они вышли на меня. Я тогда не имел к этому никакого еще отношения. Но они предложили сотрудничество. И первое время, в 1998 году, это все называлось Paul AM Records. Мы выпускали альбомы и даже выпустили группу «Восток». Вот. Тогда была известная такая. Она и сейчас известная, только сейчас там скандалы идут вокруг нее. Угу. А тогда не было скандалов. И, в общем, они тогда поругались с Толмацким и пришли ко мне. И я им выпустил альбом в Бельгии. Я хочу также сказать, дорогие друзья, сразу забегая немножко вперед. Владимир Ферапонтов занимался продакшеном альбомов таких звезд, как Стас Михайлов, Владимир Пресняков, старший, наверное, и младший, да? Елена Ваенга и многие-многие другие артисты. И Игорек, по-моему, с тобой сотрудничал. Игорек. И если взять русский шансон, это Денис Мафик. Много-много очень артистов. Но так получилось, что Владимир и сам стал петь со временем. Как ты к этому пришел? Ты вообще не такой человек, что прям взял, что хочешь, спел прям так вот. Смотри, у меня вообще есть музыкальное образование. Угу. Я учился в музыкальной школе 6 лет. При этом я 2 года был в первом классе музыкальной школы. Угу. Я знаю ноты. Ноты я знаю. Как говорит Игорь Губерман, даже если знаешь ноты, все равно мой друг говно ты. Вот. И по этой причине я не то, что я совсем к этому не имею отношения. Имею. Более того, когда я был маленьким, я даже ходил в сводный хор. Все закончилось тем, что были одни девчонки, и я как украшение посередине. Угу. Потом начал ломаться голос. Я, конечно, бросил заниматься. И вообще я этим занимался долго очень. А потом как-то были какие-то такие тусовки, какие-то, в общем. И, все поют же. У нас поют в шоу-бизнесе как поют? Это же не пение, это вообще черти что. Какая разница, поют, народу нравится. Да, надо петь же не голосом, а душой. Конечно. Душой надо петь.
А душа у меня есть, да. И как-то, в общем, так получилось, что друзья писали какую-то песню, и они говорят, слушай, ну, укрась своим голосом. Я так вот Ага. спел таким с надрывом. Они говорят, клево. Я послушал, понравилось. Какую песню предлагаешь послушать в твоем исполнении? Слушай, ну, я сейчас с трудом выбираю приличные песни, которые у меня есть. Приличные. А песня под названием «А пиво лучше, чем бабы» подходит? Думаю, да, потому что так оно и есть, наверное, в какой-то для Хорошо. кого-то. Да. Слушаем эту песню Замечательная на песня. волнах В радио принципе, ВОС. с нее как бы началось. Нет, там были еще песни другие, но я боюсь, что ты не Мгм. сможешь поставить их. Я думаю, что многие мужская аудитория со мной согласится, кстати. В большинстве своем. Да. Мы с утра снова в контрах с женой. Ей опять не хватает внимания, новых сапог и помады крутой, словом вечная женская мания. И вдруг зазвонил телефон, слышу радостный голос друга. Давай-ка, Санек, разомнемся пивком, пока в шоке застряла подруга. А пиво лучше, чем бабы, чем даже лучшие бабы. Пиво мозг не выносит вечером, утром и днем. А пиво лучше, чем бабы, то и после зарплаты не изменит, не бросит. Давай махнем за пивком. Пусть с похмелья болит голова, способ есть, как поправить здоровье. Пиво глоток размывает слова той, что всегда недовольна. Сразу литр, но лучше бы два, и забудутся дрязги семейные. А потом на футбол повалять дурака, игнорируя женское мнение. А пиво лучше, чем бабы, чем даже лучшие бабы. Пиво мозг не выносит вечером, утром и днем. А пиво лучше, чем бабы, то и после зарплаты не изменит, не бросит. Давай махнем за пивком. Пиво лучше, чем бабы, Чем мега лучшие бабы. но бабы сука красивые, мы без них никуда. А пиво лучше, чем бабы, чем даже лучшие бабы. Пиво мозг не выносит вечером, утром и днем. А пиво лучше, чем бабы, то и после зарплаты не изменит, не бросит. Давай махнем за пивком. А пиво лучше, чем бабы, чем даже лучшие бабы. Пиво мозг не выносит вечером, утром и днем. А пиво лучше, чем бабы, то и после зарплаты не изменит, не бросит. Давай махнем за пивком. Давай махнем за пивком. Давай махнем за пивком. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Владимир, на самом деле, очень такой человек с юмором и любит правду жизни. Мне нравится, что у тебя как бы нет такого, знаешь, вот лицемерия. Однажды на одной из твоих страниц в соцсетях было написано, я помню. Быть продюсером Да. трудно, но это лучше, чем работать. Да, лучше, чем работать. Мне понравилось это. На самом деле это не так, потому что приходится работать, как ты говоришь, с российским шоу-бизнесом, а там не всегда все талантливые. Скажи, трудно ли в нашей стране быть продюсером? Вот все говорят, продюсер, это человек, который лопатой деньги гребет.
Но все-таки я знаю, что продвигаешь еще и бренды ресторанов, да, иногда, и занимаешься также, клуб у тебя есть «Очень деловые люди», и «Сигарная лига», там, и так далее. То есть разные были проекты. Но как работать с артистами, трудно или нет? Слушай, на самом деле, кажется, с артистами работать нелегко. И вот я сейчас там статью написал, она сейчас еще не вышла, но выйдет скоро, что артисты стали такими умными, да, и все лезут в продюсеры. Любой артист, который худо-бедно хоть как-то что-то умеет петь, почему-то считает, что он во всем разбирается. И я даже придумал такую тему, что не надо меня учить шоу-бизнесу. Потому что вчера была большая тусовка. Выступало большое количество артистов, которые очень хорошо поют. Очень хорошо. Особенно под фанеру. Они вообще замечательно поют под фанеру. Прямо было все прекрасно. Народ сидит, так носом клюет, так все, в общем. А потом выходит парень один, которого пока еще в Москве никто не знает. Берет гитару и вживую. Без минуса. И у народа шок. Как это живьем вообще? Как-то, да. А потом выходит Андрей Алексин, с которым я сейчас работаю, и просто всех убирает. Вообще всех. И народ весь в шоке, весь клуб стоит на ушах. И к нам подходят хозяева клуба, говорят, а можно вы здесь выступать постоянно? А про тех артистов, которые выступали до него, до этих ребят двух, уже все забыли. У нас очень большое количество артистов, которые умеют петь, особенно под фанеру. Да, Очень еще у хорошо. которых там какие-то есть такие возможности финансовые, там записать хорошие плюсы, хорошо обработать голос и так далее. Ну и самое главное, это харизма, на самом деле. Даже не вокальные данные. Вообще вокальные данные, с моей точки зрения, ценятся в последнюю очередь. Ты знаешь, ты подтверждаешь мои представления об этом. Вот мне всегда тоже все говорят, у тебя там нет голоса, ты не умеешь петь. А я говорю, друзья мои, я же не говорю, что там я прям Робертино Лоретти или Альбана там и Ромина, хотел сказать, Альбана, да, там, или я там еще кто-то там, я не знаю, Каруза. Я пою просто, да, от души. Вот Александр Шаганов мне там песню подарил, которую там они записали с музыкой Игоря Крутого. «Русский вечер». Вот мне понравилась песня, мне подарил, я ее спел, да. Там, кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Вот главное, чтобы мы пели душой, понимали материал, который мы поем, да. И взять, допустим, того же Утесова, Да, Марка Бернеса, да. Парни петь не умели совсем ведь. Голоса не было. Да, а что было самое главное? Офигенная харизма. Офигенная Да. харизма совершенно. Если у тебя нет внутреннего какого-то стержня, если человек не обладает какой-то личностью, да, самобытностью такой, да, какой-то отличительной чертой, иногда недостатки. Кстати, вот Высоцкий, например, какой там, как сказать, вокал. Здесь же другая же совсем тема вообще. Здесь смысл, здесь целая эпоха, и зачем там настроенная гитара до конца, да, это же не консерватория, в конце концов. Там, знаешь, есть еще одна такая тема. Я в свое время работал с группой Благан Лимитед. Помнишь такая? Да. Потом мы переименовали ее в «Чё тебе надо». Ну, сейчас есть другой Благан Лимитед, но это отдельная история. Да. Вот. И Лена Громова, которая там была в группе такой, в общем, ведущей певицей, сказала, что не так важно хорошо петь. Надо, чтобы голос был узнаваемый. Тоже правильно. Когда ты слышишь Бернеса или Утесова, или Высоцкого, ты сразу понимаешь, кто поет. Тот же сейчас опальный, так сказать, немножко Андрей Макаревич, да, тоже не обладал, или Цой. Обладали У Макаревича поэзия. Да, я еще раз говорю. Неважно, опять же. Да. Это тоже целая эпоха, и народ любил «Машину времени». Я вырос на ней. Вот, поэтому примеров сколько угодно. Вот, тот же, допустим, за рубежом, если мы с тобой возьмем, там, Луи Армстронг, да, допустим, не знал ни нот, ни фактически ничего такого, но харизма, сразу узнаваемость, такая американская мечта, я думаю, ты со мной согласишься. Да. Я знаю очень известных российских композиторов, не буду говорить их имена, они тоже нот не знают. Верю, очень известные. Верю. Очень известные композиторы. Верю, да. Они нот не знают. Мы вот с Димой Шевелевым, твой знакомый, да? Друг, тоже на эту тему часто разговариваем. Он говорит, главное всегда, это, чтобы человек понимал, что он поет, душа. Если не цепляет песню, припев, например, да, какая-то есть ключевая фраза в песне, да, если народ цепляет, значит, песня есть. Если нет, значит, нет. И вот мы с Димой там одну песню тоже записываем, говорит, ты знаешь, эта песня имеет будущее, мне кажется, он сказал. Сказал, да сказал. Потом проходит время, я смотрю, на этих всяких пиратских сайтах, да, там,
скачивания там начались там 11 тысяч там скачиваний, потом 50 тысяч скачиваний там за какой-то короткий срок. Действительно, песня сама прокладывает себе дорогу вперед. Потом как бы начинает везде звучать, входит в сборники и так далее. То есть, когда материал у артиста такой, что народ его понимает, да, можно... вот есть золотой голос России, не будем сейчас говорить, кто ты сам знаешь. Ну, вот души, мне кажется, нет. Вот по нотам поет человек, да, а души где-то нет. Вот многие поют по нотам, а что толку? Ну, на самом деле у него нет узнаваемости голоса. И выразительности какой-то вот такой, знаешь, какой-то... Не, на самом деле он неплохой артист. Не У говорю, него что хорошее плохой, чувство я не юмора, говорю, очень хорошее. Да. Но он, знаешь, как спортсмен. Вот спортсмен, который хорошо бежит. Вот есть такие артисты, которые вот очень хорошо поют. Вот шикарно поют. Они могут петь всеми голосами. Вообще всеми. Их никто не знает. Потому что у них нет собственной фишки. Да. А должна быть фишка именно в голосе. Вот в свое время считалось, что человек приносит песню на радио. В этом нет никакого смысла, если человек неузнаваем. Когда ты слушаешь песню на радио, ты должен сразу понимать, кто это поет. А если ты не понимаешь, кто это поет, зачем ты слушаешь эту песню? Ну, согласись, когда ты слушаешь Володю Преснякова, Шифутинского, того же Лепса, ты же сразу понимаешь, что это они поют. Сразу. Тебе не надо ждать, а кто поет там, кто же. Как же сейчас его объявят, не объявят. Ты сразу узнал его голос. Да, у тебя сразу как бы в памяти, что ага, это он, понимаешь? А есть просто девчонки поют вот голос за голосом, голос за голосом. Да, кто это вообще? Бог его знает. Да, и вот и мальчики сейчас начали зайчики петь, тоже такие вот все, знаешь, такой пожеванный какой-то голос, да, какой-то, ты знаешь, это такой вот стиль появился. Слушай, это молодежная культура. Да, ну вообще нет, она другая, но тем не менее подстраиваются артисты, которые сегодня звучат на радиостанциях, но мы же не знаем, кто это. Прежде чем узнать, надо для этого сделать Брат, сервис. это ты не знаешь, что это. Ну да. Молодежь знает. Нет, сервисы специальные есть по узнаванию песни, ты же знаешь, да? Шазам. Да. А поехали дальше. Что-нибудь еще есть такое, что можем послушать в твоем исполнении? Может быть, послушаем Алексина, Андрея, лучше? Давай. Я еще просто с ним работаю, с Андреем Алексиным, и, наверное, это один из самых, как бы, ну, немногих артистов, которых я слушаю в России, вот как бы вот вообще слушаю, которые мне нравятся. Я вообще не люблю русский Какая это будет песня? шоу-бизнес. Есть такая песня Ева Нутова. Можно слушать? Да. Она Ева Нутова. Да. Там нету мата. Мат может показаться, но это Ева Нутова. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях продюсер, человек, обладающий необыкновенным чувством юмора, и который, напоминаю, выпускал на своих, как это называлось? Сборниках, альбомы, сборники. Многих артистов, в том числе и Стаса Михайлова, и Елену Ваенгу, и Преснякова-младшего и старшего. Также ты устраивал концерты очень многим звездам. Знаешь, с кем я никогда не работал? Так получилось. И сборников никогда не было. Ольги Бузовой. Тебе не повезло. Вообще не повезло, да. Да. Ну, все еще впереди, может быть. Не будет, да? Ладно, слушаем. Андрей Алексин, Ева Нутова. Мата нет в песне. Понятно. Еще раз всем. Мата нету. Вам может показаться, но это в меру вашей испорченности. Прекрасная дева с фамилией Нутова, с именем Ева. Она была продавщицей на рынке и продавала мужские ботинки. Любила парнишку из Южного Бутова. Ева Нутова, Ева Нутова, Ева Нутова, Ева Нутова. Ева цветы на балконе сажала, и вдруг молоко на плите убежало. Она на кухню быстрее ломанулась и об табуретку нечаянно споткнулась. Горшок уронила на Толика Гнутова, прям на голову Ева Нутова, на всю голову Ева Нутова. Ева нашла себе нового кекса, большого любителя жесткого секса. Она его в гости к себе пригласила и прямо в одежде в постель затащила. Одетого в куртку, ботинки обутого. Ева Нутова, Ева Нутова, Ева Нутова,
я ванутава, ой, я ванутава, я ванутава, я ванутава, я ванутава. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Итак, дорогие друзья, музыкальная гостиная, продюсер Владимир Ферапонтов сидит напротив меня. Расскажи, пожалуйста, о проекте «Очень деловые люди». Есть деловые люди, да, есть очень деловые. Что это за очень деловые люди? Чем занимаетесь? Ну, проекта «Деловые люди» больше нету. Уже нету? Мы его закрыли. Понятно, тогда проехали. Значит, клуб «Деловые люди» существовал 10 лет. Угу. Потом был небольшой конфликт с президентом этого клуба. В день юбилея этого клуба президент клуба принял лишнего алкоголя Ну, бывает. и вел себя безобразно. Соответственно, был послан, и клуб был закрыт. Я это переживал, и ко мне обратился Борис Юрьевич Грачевский, мой друг, царство ему небесное, мой друг Грачевский. Он говорит, а что ты переживаешь? Делай клуб «Очень деловые люди». И мы с Борисом Юрьевичем Грачевским сделали клуб «Очень деловые люди». Вдвоем. Ну, Борис Юрьевич от нас ушел 2 года назад. Вот, а я остался. Это клуб, который объединяет бизнесменов, и клуб, который объединяет шоу-бизнес. Совместные мероприятия, принятие алкогольных напитков, сигары, концерты. Ну, то есть такой тусовки рыбалки. и в то же время какая-то культурная программа, да? Да, но как бы фишкой клуба является то, что у нас нету длинных, нудных лекций. Угу. Ко мне часто обращаются какие-нибудь бизнесмены, какие-то коучи, какие-нибудь. Говорят, а мы хотим лекцию прочитать. Я говорю, ребята, негде лекции читать, негде. Мы не читаем лекции. Когда наш клуб собирается, мы выпиваем, курим сигары, ловим рыбу, слушаем артистов, тусуемся. Ну, в процессе мероприятия люди обмениваются визитками. В неформальной Общаются. обстановке. Мгм. А потом у них из этого дела вырастает бизнес. Я точно знаю, что вырастает. Я точно знаю. Я слежу за этим иногда. И вижу, как у людей все хорошо и нормально. И они молодцы какие. И знакомства произошли на мероприятиях нашего клуба. Сегодняшние проекты, вот, с которыми ты работаешь, мы послушали одну песню, да, Алексин? Да, Андрей Александрович. Андрей Алексин, а еще какие-то проекты сегодня у тебя есть? Слушай, ну, я сотрудничаю с братьями Тарсуевыми. Мгм. Электроника Сыроежкин. Это мои большие друзья. Я даже одно время был их продюсером. Я бы не стал называть себя их продюсером. Вот. Но мы друзья, и я им помогаю. Я сотрудничаю с группой «Восток». Там сейчас конфликт. Сейчас 2 бывшие вокалистские группы пытаются отобрать название, но у них ничего не получится из этого дела. Вот. В Москву приехал сегодня утром Игорь Кесля, знаменитый. Он живет в Берлине. Приехал сюда. У меня очень много друзей в шоу-бизнесе, поэтому где вот эта грань сотрудничества, продюсирования или как бы работы, я даже не понимаю. Ко мне обращаются артисты, ко мне вчера обратилась Маша Кац. Мгм. Володь, помоги. Там, промоушеном, окей. Я же не буду говорить, что я продюсер Маши Кац. Ни Ну в коем да, да. случае нет. Просто помогли. Там иногда обращаются другие проекты, группы. То есть друзей еще много. Ну, самое главное, что когда находишь с людьми общий язык, да, когда ты с ними на одной волне, то с ними, может быть, это и работа, может быть, это и проекты. Это лучше, чем работать. Да. Это лучше, чем работать. Гораздо. У тебя лично какие-то вот есть зарубежные группы, которые ты любишь послушать в свободное время? Слушай, ну я рокер. Мгм. У меня Foo Fighters, Nickelback, Kiss, ZZ Top, моя борода оттуда. У Мгм. меня Led Zeppelin, безусловно. Вот, это совершенно другой уровень, это космос. А Pink Floyd? Я был его фанатом, Pink Floyd. Я был на концерте в Москве в 89-м, по-моему, 90-м году они приезжали. Мгм. Это была такая жесткая детская травма. Я после этого не мог ходить на концерты несколько лет. А что случилось? Это было офигеть. Я такого в жизни не видел. Это был по тем временам космос. Я думаю, что это и сейчас космос.
Это необыкновенный звук. Когда необыкновенный, мимо да. тебя в Олимпийском пролетает кровать, а там человек в кровати. Вы поймите, для 90-го года это что-то невероятное. Летающие свиньи на крыльях в зале. Музыка фантастическая совершенно. Просто что-то такое вот. Но с моей точки зрения, почему сейчас Pink Floyd мне как бы в меньшей степени нравится, вот у нас ритм жизни сумасшедший. У нас бешеный. Ну, ритм музыка, жизни. она иногда где-то для отдыха даже как бы Да параллельно. где отдыхать? Отдыхать некогда. Некогда. Вот, и у нас ритм жизни сумасшедший, а Pink Floyd это музыка для вот такого... Мне вот нравится расслабона. Division Bell, знаешь, вот когда едешь там где-нибудь в машине, там, или... Ну, по телефону же все время разговариваем, поэтому музыку особо не послушаешь. Но вот Division Bell, например, там и так далее, такая, знаешь, больше как вот такая природа, да. Под мой ритм езды эта музыка не подойдет. Ну да. Я все-таки как бы такой, я рокер, я вырос на той музыке вырос. И для меня это как бы вот... А российского рока не то, что Ну, нет. вторичен просто. Вторичен, Ну, нет, троичен. я не буду говорить, что его нет. Он есть, безусловно, есть, но у них индустрия совершенно другая. Абсолютно другая индустрия. Ну, знаешь, и возможности, как бы разные культуры, разные возможности, разный менталитет. Вот. Ты рассказывал о том, что ты снялся недавно в одном клипе. Не, может быть, не недавно. Расскажи, как это произошло. Слушай, но песню мы эту ставить не будем. Нет, просто расскажи, как Я снимался в нескольких клипах, Мгм. вот, и как бы я даже снимался в одном клипе замечательном для Преснякова-старшего. Там снимались 2 человека, которые вряд ли будут теперь сниматься вместе рядом. Мгм. Это Маршал и Макаревич. Да. То есть там снимался Пресняков-старший, Маршал, Макаревич и я. Но это было как бы несколько лет назад. Мы снимаем клипы и сейчас, и как бы... Но сейчас мое такое глубокое мнение, как продюсера, что те клипы, которые надо снимать, они должны быть хайповые. Потому что времена телевидения все-таки уходят потихонечку, и у людей интернет. Ну, мы не видим, чтобы люди ездили, допустим, в машине, в метро, в общественном транспорте, не ходили по улице, не ходят с телевизорами сегодня, да? Да. Все ходят с телефонами, с гаджетами там и так далее. Я не видел людей с телевизорами на улице. Да, поэтому, если телевизоры остались как антураж, да, вот как, знаешь, раньше вот были эти утюги такие, без электроэнергии, ими чуть придавливали там и так далее. Не, почему? У меня теща телевизор смотрит. А нет, ну, старшее поколение уже такое, которое, да. И, опять же, люди приходят, засыпают под телевизор. Такая фишка, телевизор работает постоянно, что-то там показывает потихонечку, и человек засыпает. Под наш телевизор можно уснуть? Ну, не знаю, я знаю, вот многие Я не пытался. бизнесмены вот Я не говорят, я пытался. прихожу, телевизор работает, я засыпаю под него. Ну, как-то вот так у них. Под Соловьева как-нибудь, да? Не знаю. Я не знаю, по каналам сегодня, кстати, там тысячи каналов, которые невозможно запомнить даже название, понимаешь? Да. Но зато в интернете мы находим для себя то, что нам нравится. И вот, дорогие друзья, сегодня я пригласил очень харизматичного, необычного. Про него пишут, что он скандальный, но я так не считаю. Он просто личность, опять же. Это Владимир Ферапонтов, продюсер, который на самом деле на поле нашего шоу-бизнеса российского сделал очень много. И люди уважают этого человека, и люди обращаются к нему за помощью, и он оказывает большую поддержку очень многим артистам. И вот опять же, наверное, трудно сказать, с кем ты не работал, ты уже сказал, только с Ольгой Бузовой. Нет, с Пугачевым не работал. С Пугачевой тоже не Нет. работал. Я даже не знаком. С Ну. Галкиным знаком. Мгм. А можно говорить фамилию в эфире, нет? Можно, конечно. Это же те фамилии, которые мы все знаем, которые мы все любим. Владимир Ферапонтов, продюсер, акула, я бы сказал, шоу-бизнеса, некоторые так даже называют, работавший с многими-многими российскими звездами, устраивавшим гастроли, концерты. У тебя и концертные агентства были, да, несколько? Ну, есть сейчас, называется «На концерте». На концерте, да. Скажи, пожалуйста, вот сейчас многие артисты говорят о том, что не зарабатываем мы те деньги, которые зарабатывали там до пандемии, да, и вот мы там не собираем там залы, ходят они по ресторанам, плачут, жалуются. Вот. Понять их можно, я сам как бы вот видел, как это происходило, да, когда артисты, которые вчера собирались на стадионе, сегодня приходят в ресторан, заработают за копейки, да. Ведь на самом деле надо понимать, что мир уже таким, каким он был до пандемии и сейчас, он, наверное, таким уже не будет. Как ты считаешь? Не будет вообще. Здесь даже дело не в пандемии. На сегодняшний день очень большое количество артистов. Я с этим категорически борюсь. Я не хочу вообще даже это не то, что обсуждать, но я не хочу в этом участвовать.
Мне твое мнение интересно, что Они будет. путают политику Мгм. и шоу-бизнес. Это абсолютно разные вещи, абсолютно разные, которые не должны пересекаться. Мне кажется, очень неприятно, когда пытаются спекулировать на каких-то таких вот темах животрепещущих, да, там, где вот льется кровь, еще что-то происходит, и начинают все вот в это давить на это. Не, ну, Но я серьезно, просто хочу сказать, что не надо путать шоу-бизнес и политику. А сейчас большое количество... Шоу-бизнес вообще, то есть, разделился на две категории, на две части. Одна пошла туда, другая пошла сюда. А есть еще какое-то количество артистов, которые все-таки, слава богу, пытаются каким-то образом все это не замечать, пытаются просто делать свое дело. Но их пытаются все перетащить, либо туда, либо на эту сторону. На сегодняшний день наше общество настолько политизировано, что как такового шоу-бизнеса уже практически нету. Очень мало людей, которые готовы просто нести радость людям. мне самое кажется главное вот в песне сегодня, или как уже называют треки, ты знаешь, некоторые песни уже невозможно назвать песней, потому что там как бы нет ни мелодии, ни того, что мы привыкли, как бы все трансформируется, и все это нормальное явление на самом деле, то, что происходит. Надо понимать, что не тех уже сборов, не тех безумных вот этих концертов, как у Юры Шатунова, там, да, там, Юра Шатунова второго уже, Я наверное, не такого стал бы называть Юру Шатуновой музыкой. Нет, ну я не в Я- этом дело, это же шоу-бизнес. Я вообще говорю, что собирают стадионы, как раньше. Можно назвать Лепса, например, да? Может быть, уже не будут. Но Послушай, не-не, вот давай остановимся. Смотри. Значит, артисты делятся на две категории. Есть кассовые, есть заказные. Есть артисты, которые могут собрать кассу, Мгм. они ходят в стадионы. А есть артисты, которых очень много зовут на всякие корпоративы, какие-то концерты, рестораны. Они не соберут стадионов. Ну, у них Ну, концертов клубные есть у них какие-то, очень много. да. Это заказные называются, заказные. Вот, например, ну, если оттолкнуться от того, что вот как бы Андрей Алексин, о чем Мгм. мы сегодня о ком мы говорили, он не соберет стадионов, вообще даже близко не соберет. Но рестораны, клубы небольшие, корпоративы какие-то, у него концертов дикое количество. Дичайшее совершенно. Эти люди незаменимы, то есть на вот этих Да, вечеринках. И таких артистов много. Например, вот раньше Володя Пресняков, я имею в виду, ну, Мгм. Володя не Петрович, а Володя Ну Пресняков, да. он собирал стадионы. Сейчас стадион он не соберет. Но клуб собрать или Конечно. какой-нибудь большой клуб вообще легко абсолютно совершенно. Просто выросла новая какая-то молодежь, которых у них есть свои герои, свои, которые ходят на какую-то новую музыку. И по этой причине много исполнителей на сегодняшний день, очень много. Поэтому Которые не соберут может стадион. быть такого, что вот будут собираться очень большая аудитория везде. Вот в Ну, этом. просто те артисты, которые раньше могли собрать стадион, сейчас не сделать это не могут. Но выросли новые артисты, которые могут собрать стадион. Они появились, они есть. Но мне кажется, просто уже не такая покупательная, может быть, интерес, потому что мы можем скачать это, посмотреть в любой момент. Наоборот, это интересно. Да? Вот ты скачал, посмотрел, а вот пойти пощупать это, Ну чтобы да. драйв поймать. Тот же самый Баста или Руки Просто Вверх. раньше мы, когда сходили на живую музыку, когда действительно вот эти рокеры, мы так говорим о рок-музыке, если ты посещал какой-то концерт, там, я не знаю, Назарет, когда приезжал, да, в СССР, там, или этот самый, Deep Purple приезжал, и когда мы это все слушали, зарубежную музыку, да, вот этот драйв, Металлика собирала там, в Тушино, да, там это, или где это были концерты в аэропортах, там Да-да. даже, вот такие количества нереальные в 90-е годы. Вот это было потрясающе, это было запоминающе. А вот идет время, все меняется, это нормально. Вот Подожди. Если они еще приедут сюда, если они приедут, то все будет нормально. Если они приедут, они не приедут, Да. правда. А они соберут народ. Соберут. Просто у нас действительно, ты вот правильно сказал, Баста, это люди, которые сегодня действительно вот выросли и превратились в новых героев, которые вот... Просто мне интересно твое мнение, как дальше будет развиваться вот эта вот музыкальная направленность, потому что уже роль продюсера как бы в какой-то степени она меняется, потому что меняется мир, он уходит в интернет. Вот в связи с этим, что ты думаешь будет дальше? Ну, смотри, я считаю, что те артисты, которые работают сейчас на сегодняшний день без продюсера, это дорога в никуда. Другое дело, что многие артисты являются сами хорошими продюсерами, как тот же Баста. Мгм. Он отличный продюсер, отличный. Поэтому он продюсирует и себя, и свое окружение. Поэтому он супер, безусловно. Не то, что я какой-то поклонник его творчества, даже если более того скажу. Первый Ну, человек, объективно, да. к которому пришел Баста в Москве, был я, и я его послал.
Реально. Я отказался работать с Бастой в свое время. Когда его еще никто не знал вообще. Это было лет 20 назад. Вот. По этой причине... Ну, он великолепный продюсер, и он молодец. Вообще, он просто очень круто. И он продюсирует и себя правильно, и свое окружение. А большинство артистов считают как? Я хорошо пою, очень хорошо пою, у меня там хорошая музыка. Ну и само все прилипнет. Ничего не прилипнет абсолютно совершенно. Вообще ничего не прилипнет. Ты можешь хорошо петь, ты можешь замечательно играть, там, на гитаре или что, и тебя никто не узнает. Абсолютно совершенно. Каждый артист, который ничего не добился, ничего не добьется, считает, что он такой молодец такой, что он все сделает сам, и вообще, что... Ну, вот типа я же ставлю свою песню своим пацанам, своим девчонкам, и всем нравится. Ну и ставь им дальше. Ну, вот сейчас они научились выкладывать вот на эти все цифровые площадки. Ну и Опять что? же, выстреливает только тот артист, который востребован. Вот ты пойдешь куда, ты пойдешь в какую-то социальную сеть или куда-то на какую-то стриминговую платформу, искать артиста, которого ты не знаешь? Да нет, такого не будет, правильно? Да, это мы слушаем только то, что попадает в топ-100 там и так далее. Конечно, да. Да, ты ищешь какое-то имя, которое тебе, которое тебе интересно. Ты услышал там какое-то имя, клево, и полез его искать. И ты его нашел там в социальных сетях, на платформах каких-то там, слушаешь его песни. Это первая тема. Вторая заключается в том, это особенность сегодняшнего дня, которую многие не понимают. На сегодняшний день музыка заходит в уши только через видеоряд. Из видео уже не воспринимается, правильно? Да, потому что масса социальных сетей, которые предлагают тебе не только услышать, но и увидеть. И тут важно тоже, какая картинка. Да, тут важен С видеоряд. первых нот, ты если не почувствуешь из первых кадров, что тебе нравится, то уже дальше щелкает человек. И вот в этом, вот даже у импортных артистов, ну вот лично мое мнение такое, мне очень нравится Оззи Осборн, очень нравится. Ой, это... Но когда я его увидел... Прими мое уважение, да. Но когда я его увидел, нет. Но он стоит как мешок с дерьмом на сцене. Ну, вообще ни о чем вообще совершенно абсолютно. Он не работает. Мне нравится его фраза там в одном фильме, когда ты, наверное, тоже смотрел про него, когда он говорит, если я выпиваю бутылку шампанского, то я иду за героином, начинаю с ружьем бегать за своей семьей. Ну, он веселый парень, да. Да. Вот, я просто к тому, что вот на сегодняшний день вот приходит артист, приносит какую-то песню, какую-то вот. Ну, она неплохая песня, я говорю, родной, сними видео, сними ролик. Вот не пойдет просто так песня без этого. Хорошо, мы снимаем, начинается писать сценарии. Сценарии пишут такие, ну, для Тарантино. Только прямо такой сценарий напишет. И вот еще я говорю, слушай, а покажи мне вот какой ты аналог ты хочешь. И он начинает мне показывать клипы. Аэросмит. Еще чего-то такое. И я говорю, ты понимаешь, сколько стоит клип у Аэросмита? Да. Ты хочешь клип такой, как у Аэросмит, а у тебя есть штука баксов? И что ты с ним будешь делать? Это невозможно совершенно. Там совершенно другая индустрия, абсолютно совершенно. Поэтому у нас на сегодняшний день сейчас заходит все через хайп. Нету хайпа, все, до свидос. Все. Вообще больше ничего, то есть ничего не получается. Слово хайп, оно как бы модное, и, может быть, кому-то оно не нравится, но это слово, которое абсолютно все объясняет. То есть, если с первых нескольких секунд тебя зацепило, ты дальше смотришь. Если нет, все, уже этого продукта ты выключаешь. Да. Сейчас люди могут смотреть на перемотки. Дорогие друзья, Владимир Ферапонтов, продюсер, личность, известная в определенных кругах и за рубежом, и в российском шоу-бизнесе, и не только, и в деловом мире. И я хочу поблагодарить тебя за то, что сегодня пришел. Скажи, пожалуйста, вот твоя формула хорошего настроения. Как вот, знаешь, сегодня многие боятся, что какой-то кризис, там то один, то другой, как будто этого не было никогда, да? Мы всегда живем в состоянии каких-то перемен, какого-то стресса, да, мир куда-то катится. Вот. Как ты абстрагируешься от этого, и какой-то совет можешь дать всем нам, чтобы как бы нам жилось нормально, спокойно, чтобы мы верили, что все будет хорошо? Слушай, я боюсь, что мои слова будут восприняты как реклама алкогольных напитков. Я понял. Итак, дорогие друзья, это Владимир Ферапонтов, человек с большим чувством юмора. Спасибо за то, что ты пришел. Вот, я желаю тебе много интересных проектов, чтобы те люди, с которыми ты дружишь, которые тебе дороги, с которыми ты работаешь, сотрудничаешь, были всегда рядом.
здоровы, счастливы. Вот. И тебе желаю, кстати, тоже и твоим всем близким здоровья. И продолжай в том же духе. Всего доброго. Спасибо тебе. «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.